Глава Армении заявил, что страна не планирует выходить из ЕАЭС. Когда-нибудь придумают потомки коммунистов что-нибудь свое. Просто, хотя тоже, наверное, не стоит. А то я припоминаю совместный полет в космос, как когда позывной придумали «Факел». Коммунисты, они умеют придумывать. А совместная была экспедиция Соединенные Штаты и Советский Союз. И в Соединенных Штатах не знали, как это произнести. Они понимали, что эти недоразвитые не владеют даже своим языком, не говоря уже о том, чтобы международными. Но, в общем, была сложная ситуация. Но я к тому, что есть ЕС, поэтому давайте придумаем ЕАЭС. Придумайте что-то свое. В общем, любопытно. На самом деле, конечно же, да, то есть это такое, наверное, противопоставление себя в ЕС, потому что просились когда-то, клянчили, умоляли, еще в районе 2005 года, много что там Россия со своей стороны пыталась сделать, как-то и украшаться, меняла систему силовую тех или иных ведомств. Но выяснилось, вот это оперативное ЕС, туда вряд ли попадет тот, кто вечно сидит. То есть, если есть все хорошо, но во власти, например, какой-нибудь президент собрался сидеть всю жизнь, а они это поняли еще на первом сроке, вот они ЕС какие вредные, то это не примут, скорее всего. И с тех пор Россия как не пытается туда вступать, она просто создала свой, и такое иногда складывается впечатление, из которого все пытаются все время как-то выбраться. Это какой-то не такой ЕС, в который все просятся, а такой, из которого все время просятся, но не у всех получается. Тем не менее, однако на ближайший саммит организация Пашинян не поедет. А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует вносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости. Все равно это какие-то и торговые соглашения, да, то есть штука-то полезная, но я думаю, что здесь, понятно, куда сейчас прицел, и поэтому и ругают Армению, Азербайджан, там различные провинции тоже Азербайджана, как я полагаю. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом данным, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений. То есть такой достаточно, на мой взгляд, уклончивый ответ, с другой стороны, вполне себе юридически знаковый и ясный. Там глава Армении отметил, что, значит, на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Что выбрать? Наверное, если было очень просто, наверное, выбрал за одну секунду. И что-то мне подсказывает, что я, в общем, предполагаю, что бы выбрал. Не знаю, армяне есть, пишите, что он там выбрал. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителя ЕАЭС в Астане. Любит, но пока не будет. В конце мая из-за своей предвыборной кампании Армению будет представлять вице-премьер Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. По крайней мере, такая ситуация, такая новость. Из Армении я с своей стороны с любопытством смотрю, потому что ее начали так замечать, скажем так, в международном пространстве. И те самые сотрудничества, далеко не политические, а как раз те самые, которые экономические, которые дают рост, дают возможности тем самым людям реализовываться, фрилансерам. Посмотрим, любопытно. По крайней мере, пока что Пашинян так вот он... А Васька слушает да ест. Он свое какое-то дело делает, какое пока не знаю, я не собираюсь забегать вперед. Посмотрим, пишите, что вы думаете, и увидимся.